Царапин, затертостей и разводов на Shadow Lines больше не будет. Всем привет, приветствую на канале. Как и обещал, подготовил видео о полировке и восстановлении Shadow Lines BMW. Приступим к устранению неисправности. Начнем с подготовки поверхности и полировки. Я очистил автомобиль при помощи универсального очистителя, удалил металлические вкрапления и черные точки от битума. Далее я оклеил малярной лентой кузов по периметру рабочей поверхности, части кузова, с которыми буду работать. Это у нас центральная часть, окантовка водительских и пассажирских окон. Перед началом полировки нужно обезжирить поверхность и убрать возможные остатки антибитума и очистителя. Я использовал антисиликон. Для полировки поверхности я буду применять конусную насадку для шуруповерта оранжевого цвета. Пасты от Chemical Guys, которые я использую для полировки Shadow Lines под номером 34 и 38. Начнем с пасты под номером 34. Наносим пасту на полировальную насадку и равномерно на минимальных оборотах распределяем на поверхность стоек. Далее увеличиваем обороты до 1500 и полируем левую часть стойки. Смотрим результат. После полировки первым номером пасты результат очевиден. Приступаем к второй части стойки и полируем левую и правую части оконных обрамлений. Далее удаляем остатки полировальной пасты при помощи микрофибры. После пасты под номером 34 наносим мелкозернистую пасту для удаления голограмм с поверхности под номером 38. Распределяем по поверхности на минимальных оборотах и начинаем полировку на более высоких оборотах. Поднимаем обороты шуруповерта до 1500. Повторно полируем левую и правую центральные части и приступаем к полировке левой части окантовки окон и правой части окантовки окон. При помощи микрофибры удаляем остатки пасты с поверхности. Смотрим результат. Так выглядели наши Shadow Lines до полировки. Так выглядят обрамления окон после полировки. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ссылку на видео о полировке передних фар и задних фар своими руками оставлю в описании под этим видео. Переходите по ссылке, смотрите видео. До встречи на канале.